Всем привет! Меня зовут Аня, и мы опять говорим о журналистике. Сегодня мы обсудим секреты создания классного текста. Да, я знаю, меня давно здесь не было, и вы задали мне миллион вопросов о том, когда же выйдет следующий блог и в каком формате мы будем дальше с вами общаться. Я ответила на все ваши вопросы, и вы услышите эти ответы в следующем видео. Ну а сегодня говорим о классном тексте. Первый и важный совет – это забота о читателе. Не забывайте добавлять в свои тексты бэки, фактбоксы или разъяснения сложных понятий. Если вы рассказываете о каком-то событии, для того, чтобы полноценно понять ваш текст, нужно помнить о каких-то событиях ранее или о каких-то ярких заявлениях, обязательно добавляйте фразу в стиле «напомним что». Вы можете в любом другом формате подавать эти бэки, но какие-то отсылки к прошлому, если это важно для вашего текста, обязательно оставляйте. Помогайте читателю проще воспринимать ваш текст. Не тратьте его время на то, чтобы он еще гуглил и искал, а что же было год назад, а кто же что заявил. Если вы укажете все это в своем тексте, это будет классно. Кроме того, момент, которому меня научили на BBC, это добавлять фактбоксы. Это такие небольшие сноски с интересными и важными фактами, которые точно так же помогут лучше понять тот материал, который вы представляете. Ну и еще один момент – это разъяснение профильной терминологии. Мы всегда говорим о том, что тексты должны быть простыми и понятными, но иногда бывают такие темы, в которых важно и нужно использовать какую-то специфическую терминологию. Опять же, чтобы помогать нашему читателю и помогать нашему зрителю, мы, используя эту терминологию, сразу же ее разъясняем. Ну, еще один пункт, который я хотела бы добавить от себя, не то чтобы это какое-то новшество, но мне бы хотелось сделать на этом акцент, это реакция соцсетей. Если вы делаете какую-то яркую тему, и это топ-новости, вы понимаете, что об этом будут читать, это будут смотреть, не забывайте о такой рубрике или о таком пункте, как реакция соцсетей. Соберите разные публикации, соберите разные мнения, самые яркие, посмотрите, у кого много лайков, только опять же не забывайте о балансе этих мнений. Следующий очень важный момент – это уникальность. Если вы беретесь за какой-то материал, то, скорее всего, об этой теме либо уже писали, либо будут писать. Подумайте, что именно сделает ваш материал уникальным и необычным. Да, я понимаю, что вы не можете выдавать эксклюзивы и гиперуникальные материалы ежедневно. Это нормально. Но в любом случае что-то ваш материал должно отличать от других. Это может быть какой-то необычный формат, это могут быть какие-то необычные комментарии или уникальные комментарии, уникальные эксперты. В общем, вы должны подумать, если у вас есть редактор, если у вас есть человек, которому вы доверяете, посоветуйтесь с ним и подумайте над тем, как можно сделать ваш материал более интересным. Мы часто практиковали с редакторами как раз обсуждение предстоящих материалов и момент того, как сделать материал уникальным. Иногда вы будете делать материалы о сезонной простуде, о том, как не замерзнуть зимой, о каких-то ежегодных праздниках, и в этом нет ничего такого, но вы можете придумать, как сделать эти материалы интересными, необычными и уникальными. Следующий пункт – это размеры цитат. Не давайте слишком большие цитаты. И тут хотелось бы сделать акцент как раз для ребят, которые или работают, или будут работать на телевидении, или делают телесюжеты, видеосюжеты. Ваши синхроны не должны быть длиннее 20-30 секунд, потому что дальше это уже становится неинтересно. Если вы чувствуете, что человек, который дает вам интервью, очень четко описал события, или выдал какую-то гениальную мысль, и вы действительно понимаете, что в двухминутном сюжете вы хотите использовать 40 секунд его цитаты, первое, вы берете это под свою ответственность, а второе, в таком случае постарайтесь перекрыть часть его синхрона каким-то другим видео, чтобы зритель не устал. Ну и помните, что паузы в разговоре, в речи тоже можно вырезать, чтобы, например, эта цитата была не на 40 секунд, а на 35. В вашем материале должен быть баланс мыслей и мнений. И первое, что приходит в голову, когда мы говорим о балансе мыслей и мнений, это формат опросов. Я не люблю делать опросы, для меня это всегда был жутчайший стресс. Я вообще не знаю журналистов, которые любят проводить опросы. Хотя вот я, когда писала сценарий к этому блогу, я вспоминала свои какие-то опросы и понимаю, что когда ты в хорошем настроении и когда какой-то супер интересный вопрос,
и ты встречаешь людей, которые тебе начинают ярко, активно отвечать, то потом, в принципе, ты весь такой заряженный, это как после прямого эфира, ты пообщался со всеми людьми на улице, и прям классно. Но бывает такое, что люди тебе не отвечают один за другим, агрессивно как-то реагируют на тебя, говорят тебе без комментариев и закрывают камеру руками или начинают драться, и тогда, конечно, это не суперкомфортно. Плюс опросы — это длинная история по времени, даже если вам нужно собрать 5-10 комментариев, ну, это на часа 2 работы, наверное, так, чтобы был баланс мнений. Плюс не забывайте не только о том, что бывают мнения за и против, бывает баланс мнений в плане людей, и это тоже нормально учитывать. Возраст, статус, конечно, тут важно балансировать и в этом плане тоже. Следующий пункт, о котором мы будем говорить, это внимательность. Внимательно проверяйте все имена, титры, названия населенных пунктов, которые вы даете, должности, потому что в этом ошибаются очень многие журналисты, я в том числе, это тоже моя большая проблема, как раз вопрос с именами, с должностью, с титрами. Я точно так же допускала много ошибок в этом из-за невнимательности, особенно когда ты устаешь и ты делаешь весь акцент на своем тексте, и титры добавляешь в последний момент, и понимаешь, что в итоге это важная вещь, которая, возможно, выйдет в эфир с ошибкой. Вам, опять же, повезет, если будет хороший редактор, который знает всех людей, у которых вы берете интервью, или сразу же заподозрит, что эта должность, скорее всего, пишется не так, и здесь что-то неверно. Следующий совет – это не забываем о том, что ваши заголовки должны быть яркими. Это не значит, что они должны быть манипулятивными. Ваш заголовок должен быть интересным, он должен цеплять читателя, но он не должен его обманывать. Есть беспроигрышный вариант, если вы понимаете, что в вашем тексте есть какая-то классная, яркая цифра, которая шокирует читателя и заставит его зайти и почитать, то выносите ее в заголовок. Но, опять же, это не значит, что в каждом вашем заголовке должны быть эти цифры. Но это неплохой вариант для того, чтобы сделать заголовок ярким. Не прикрывайте плохой текст собственным стилем. Если люди, которым вы доверяете, люди, которые являются для вас авторитетами, или просто которые взяли почитать ваш текст, они вам говорят, что текст сложный, непонятный и неинтересный, не нужно говорить, что это ваш собственный стиль, и вы так видите, и только избранные люди могут понять то, о чем вы написали. Скорее всего, у вас правда плохой текст. Пересматривайте, перечитывайте, упрощайте и возвращайтесь ко всем тем пунктам, которые мы обсудили до этого. И тут же совет редакторам лично от меня: не переписывайте плохие, по вашему мнению, тексты журналистов заново. Я знаю эту историю, когда вы читаете текст журналиста, и вы понимаете, что он какой-то не такой, неинтересный, вы начинаете его полностью перекраивать, переписывать, и по факту создавать новый текст, и этот текст вашего авторства, но не авторства журналиста, который к вам пришел. Важно понять, что редакторы — это не только люди, которые должны выдать текст в нормальном, красивом виде. В моем понимании редактор — это и в том числе хороший менеджер, это человек, который может рассмотреть грани журналиста, увидеть его сильные стороны, увидеть его слабые стороны, мы тут скорее говорим о начинающих журналистах, и помочь ему правильно раскрыться. И эта работа от начала создания материала, от темы. Вы как редактор должны понимать и чувствовать, какую тему кто из ваших ребят сделает лучше, это начало, и до окончания, в каком формате лучше эту тему выдать. Если есть ребята, которые классно работают в кадре, давайте им вариант раскрыться в этом направлении. Если есть ребята, которые классно пишут, в этом. Если есть ребята, которые умеют работать с юмором, вы можете давать материалы в таком ключе. Еще раз, ваша задача как редактора не переписать текст заново, а вычитать его и улучшить, если нужно. Мне повезло в жизни работать с редакторами, которые видели мои сильные стороны и раскрывали их. И я считаю, что это очень влияет на рост журналиста и на то, насколько быстро он начнет давать вам классный и правильный результат. Безусловно, встречались и в профессиональной жизни люди, которые пытались
ломать, или не умели меня направлять, или не знали, как со мной правильно работать, но они были прям конкретно в меньшинстве, а остальные менеджеры, остальные редакторы, которые работали со мной, имели вот это вот редакторское чутье, и когда я уже стала редактором и увидела таких же юных, молодых, начинающих журналистов, я понимала, что в первую очередь мне нужно внимательно к ним присмотреться и увидеть в каждом личность, и не пытаться из каждого делать такого же журналиста, как я, и как мне кажется, вот каким должен быть идеальный журналист, а пытаться каждого в своей сфере как-то направить и делать из этого как раз уникальный какой-то контент. Так, дальше. Я много об этом говорю и буду повторять это, думаю, еще не один раз. Это детали. Используйте детали, потому что они смогут очень точно передать правильное настроение, атмосферу, вайб того события, о котором вы рассказываете. Кроме того, разбавляйте свои тексты какими-то интересными, эксклюзивными элементами. Тут мы возвращаемся в начало видео, когда мы говорили, что ваш текст должен быть уникальным, и как раз детали и какие-то эксклюзивные элементы могут сделать ваш текст таким. И здесь я бы хотела рассказать историю о том, как в Одессе несколько месяцев назад произошло двойное убийство, и я вообще не представляю себе, что вы думаете об Одессе, потому что я постоянно рассказываю какие-то ужасы об этом городе. Ну, тут не так плохо, как вам кажется. И я смотрела включение журналиста с места событий, и включение было минуты на 2-3, то есть такое довольно большое, как для новостного включения. Съемочная группа добралась довольно быстро к месту происшествия, и у них была возможность получить столько деталей, столько уникальных элементов, о которых мы говорили. А в итоге в этом включении была полностью пересказана, причем, по моим ощущениям, в таком же протокольном формате, сводка полиции. Я понимаю, что это, скорее всего, был начинающий журналист, но тут, опять же, вопрос и работы редакторов в том числе, которые перед такими важными включениями, особенно если это первое, второе, третье, четвертое, пятое, это все равно первое включение, должны проговорить с человеком, как он будет включаться. Я понимаю, что это круто, просто бросить журналиста на первое включение или бросить его на такое событие и сказать, выбирайся из этого сам, или не сказать никак. Но если вы хотите хороший результат, если вы хотите хороший качественный материал, то в ваших интересах как редактора проработать с журналистом это включение. И вот, возвращаясь к этому включению, оператор на несколько секунд показал место происшествия, и там красная сигнальная лента, все в крови, разбита машина, соседи, которые в шоке, рядом какие-то соседи, которые говорят, мы вообще не ожидали, он был таким спокойным, мы встречались в подъезде, и он с нами здоровался. Ну, то есть такая стандартная довольно история для убийств. И при этом это уже интересней. Я не говорю, что вы, когда включаетесь, должны супер эмоционально говорить, что, о боже, здесь все красное, все рыдают, тут все так ужасно и плохо. Нет, но описать какие-то свои эмоции, то, что вы видите перед собой, это правильная история. Я уже не говорю о том, чтобы быстро пообщаться с людьми, которые находятся среди вас, которые, возможно, были свидетелями событий или того, что было после них, или того, что было до них, собрать какие-то мнения. Да, не всегда все хотят говорить на камеру, но вы можете собрать эти мнения быстро до включения, просто походить как обычный человек, поболтать с соседями. В таком состоянии все хотят поделиться тем, что они видели, и уже потом в кадре сказать, что мне удалось пообщаться с некоторыми людьми, и они говорят, что... То есть не всегда обязательно даже этого человека привлекать в кадр. Понятно, что для людей это стресс. Но у вас есть миллион вариантов, как сделать это включение уникальнее, интереснее и добавить материалу те самые детали, которые не будут похожи просто на сводку полиции. Если вы пересказываете просто то, что выдала пресс-служба полиции, то в вашей работе нет смысла. Следующие советы я объединила в один пункт, и я думаю, тут даже не нужно особо разъяснять. Это то, что не стоит в своих текстах использовать банальности, много воды или использовать факты, о которых и так все знают, и писать что-то очевидное. Опять же, мы заботимся о читателе, и мы не тратим его время на это. Следующий совет от меня – это перед тем, как садиться за какой-то материал, составьте план материала, план написания материала. Я не к тому, что вы должны написать там заголовок, подзаголовок, лид, введение в тему. Нет, прям
Сценарий набросайте тезисы вашего материала. Я обычно составляла план материалов по дороге со съемки, когда только-только получил эту всю информацию, и у тебя полно эмоций, и много идей, как можно этот текст подать, и ты вот прям свежим взглядом быстро набрасываешь тезисы, возможно, даже какие-то фразы своего материала. Когда вы добираетесь до редакции и садитесь писать текст, это безумно помогает быстро и качественно написать материал. Совет, который вам, наверное, даст каждый редактор, который будет с вами когда-либо работать: никогда, ни при каких обстоятельствах не начинайте свои тексты с фраз, как сообщили на пресс-конференции. Я в каком-то видео, прям, мне кажется, минут 20 рассказывала о том, как вообще плохо писать о пресс-конференциях, и в каких случаях о них можно писать, и в каких случаях, и что выдавать, если вы все-таки попали на эту пресс-конференцию, и она является какой-то довольно среднестатистической, это не пресс-конференция президента или там генерального прокурора, но вам все равно нужно из этого что-то выдать. Я рассказывала, как из этого можно сделать какой-то нормальный материал, я где-то здесь оставлю ссылку. Но в любом случае, даже если так случилось, что вы попали на пресс-конференцию, не стоит начинать материал с этой фразы, потому что вряд ли кому-то из ваших читателей и зрителей будет интересно, кто что где-то заявил на пресс-конференции, если это не пресс-конференция президента. Еще один совет по поводу источников. Не стоит полагаться на Википедию. Хорошо, что у меня во время учебы был историк, который был очень высокомерным, наверное, как все историки, который говорил, что Википедия — это не источник, и на самом деле был прав. У меня есть несколько знакомых, статьи о которых есть в Википедии, и они все как один говорят, что там ошибки, что там неправильные факты из жизни, неточности и так далее, и так далее. Поэтому очевидно, что Википедию как первоисточник, особенно если вы журналист, использовать не нужно. В следующих видео я буду рассказывать о работе пресс-службы, о работе спичрайтеров, о работе людей, которые пишут речи для политиков. И мы как раз будем много говорить о том, что же делать, если вам нужно написать речь о каком-то историческом событии, а вы вообще в этом не разбираетесь. Это нормально. Общайтесь с умными людьми и общайтесь с людьми, которые являются профессионалами в этой сфере. То есть с историками, например, если мы говорим опять же о каких-то исторических фактах, либо же просите совет или просите прочитать ваш материал эксперта в той или иной сфере, а возможно даже нескольких, чтобы все те факты, которые вы внесете в ваш материал, имели какую-то ценность. Ну и то, что я напоминаю всегда, и отмечу и сегодня, и в этом видео: если это информационная заметка, если вы пишете новости, если вы выдаете какой-то фактаж, вас в этом тексте быть не должно. Ну и напоследок хочу сказать, что, наверное, одно из лучших, что вы можете сделать для своих текстов, для своего роста как журналиста, это чтение текстов и материалов коллег и просмотр сюжетов конкурентов. Да, это неприятно, это будет бить по вашему самолюбию, особенно если вы поймете, что вы действительно что-то не использовали, особенно если вы поймете, что ваш коллега, который был с вами на этой же съемке, выдал интереснее сюжет, или придумал интереснее стендап, или додумался взять еще какой-то комментарий. Но это будет быстро показывать вам ваши слабые стороны, и в следующий раз вы уже будете знать, что так, здесь я ошибаюсь, здесь я обычно не додумываю, тут мне нужно с кем-то посоветоваться, а здесь мне нужно быть внимательней. Вот такие советы я выделила для вас сегодня. Надеюсь, они помогут сделать ваш текст интереснее и лучше. Спасибо, что ждали, спасибо, что смотрите, и до скорых встреч!